Пройдемся, что на сейчас известно по поводу стрелка по полицейским, где один полицейский был убит, были ранены, что известно на данный момент. Суть произошедшего: в Оренбургской области идет крупная спецоперация по поиску 52-летнего Сергея Басалаева, который расстрелял группу полицейских при попытке его задержания. Один сотрудник погиб, трое ранены. Район Губерлинских гор и прилегающие трассы перекрыты. К поискам привлечены силовики, вертолеты и дроны. Действующие лица, кто здесь у нас прозвучал? Сам Сергей, соответственно, Басалаев, 52-летний житель Новотроицка, ранее судимый, находился в федеральном розыске по данным СМИ, должник серии долгов по кредитам, штрафам и налогам. Предположительно вооружен автоматическим оружием, после стрельбы скрылся на грузовике «Газон». Я, кстати говоря, искал информацию о нем, уже говорится о том, что он был на СВО, но кто-то говорит, кто-то не говорит, то есть спорную информацию я здесь отбрасываю, то есть здесь определенный факт-чекинг я провел с своей стороны, поэтому какие-то вещи не прозвучат, хотя, наверное, вам они попадались. Но едем дальше, что можно так более-менее уверенно говорить. Есть информация о Никите Гнусине, это старший лейтенант полиции, 28 лет, оперуполномоченный отдела МВД Орска, погиб на месте от огнестрельного ранения в грудь в день своего рождения. У него остался 4-летний сын. Вот он был на работе во время дня рождения. Кстати, что думаете, если кто-то имеет отношение к силовым структурам, как это проходит? То есть обычно работа идет в день рождения? Или, может быть, какие-то особые поручения даются? Вот это интересный момент, я бы на нем пока застрял, скажем так, да, в копилочку памяти пока откладываем. Мы еще просматриваем это дело, когда уже какие-то точки появятся. Трое раненых полицейских, сотрудники Оренбургской полиции, которые вместе с Гнусиным выезжали на проверку сообщения о стрельбе. Находятся в больнице, состояние оценивается как тяжелое, им оказывается медицинская помощь. Правоохранительные органы МВД, соответственно, здесь принимают участие, Следственный комитет, естественно, и региональные силовые структуры, организовавшие спецоперацию перекрытия территории и розыска Басалаева. Детали и контекст, как все это звучит и выглядит. По данным МВД, наряд из 4 полицейских выехал в поселок Кермановка после сообщения о стрельбе и для задержания мужчины. Ну, во-первых, странности уже есть, если они ехали для задержания, причем опасный или особо опасный. Мне кажется, это делается обычно с поддержкой спецназ, а тут просто полицейские. Дело в том, что у меня есть определенная отсылка, и не буду тянуть, я сразу скажу, что немножко напоминает дело Вартана Качана, адлерского стрелка, где тоже приехали, там были... Ой, господи, судебные приставы. И очень было странным. Они то ли приехали сносить, какая-то такая официальная версия, она не совпадала с тем, как это физически происходило. И многие подозревали, что они просто за взяткой приехали. У Вартана там была некоторая недвижимость, которую ему не давали приватизировать, хотя она там поколениями принадлежала его семье. Такое небольшое напоминание, почему иногда вот в этих мелочах могут скрываться вещи, которые нам потом эту картину откроют более ясно. Поэтому не забывайте тоже, со своей стороны слежу, едем дальше. Когда Басалаев, я не делал никаких выводов, мало информации на данный момент. Когда Басалаев увидел прибывших силовиков, он открыл по ним огонь из автомата, после чего скрылся с оружием на грузовике «Газон» с белой кабиной. Машину у Басалаев позже нашли, брошенной у села Белошапка, примерно в 14 километров от места перестрелки, после чего следы подозреваемого оборвались. Силовики предполагают, что он ушел в сторону гор и может скрываться в районе заказника Губерлинские горы. С учетом вооружения и характера нападения, ведомство предупреждает, что мужчина опасен, и при контакте с ним гражданам рекомендуют немедленно обращаться в полицию, а не пытаться задержать его самостоятельно. Отдельно СМИ подчеркивают финансовую и правовую историю самого Басалаева. За 15 лет с него неоднократно взыскивали долги по кредитам, штрафам и налогам, а также сообщалось о заведенном на него уголовном деле, из-за которого он и оказался в федеральном розыске, однако остаться официально статья официально не раскрывается. Но это опять странно. То он там что-то шьет, какие-то у него долги, вся страна, 140 миллионов таких историй можно рассказать в России, и вдруг на него такое дело, что едут с автоматами брать, причем четверо, опять же, без поддержки, на него какое-то было заведено дело. И какое дело скрывается? Еще не придумали, что ли? Почему оно скрывается-то? Может быть, людям, которые его встретят, важно было бы это узнать? Да, вот тоже немножко странно. В некоторых публикациях говорится, что ранее он занимался пошивом одежды, это очень странный бандит, честно говоря, и небольшим бизнесом, который впоследствии пришел в упадок. Что известно на сейчас? Про крышевание бизнесов, наверное, нет смысла говорить. Скажете, что очевидные вещи произношу. Потому что топили этими поборами, а он выживал. Я как пример, да, еще раз, мне картину, раз уже мне пытаются нарисовать его моральный облик, тогда рисуйте полностью. Возможно, еще пока не дорисовали.
Район Заказника, Губерлинские горы, закрыт для посещения. Трасса Оренбург-Орск усиленно патрулируется. Автомобили останавливают и досматривают. Поиски ведут на земле, с воздуха работают вертолеты и беспилотники. Прочесываются лесополосы и горные участки. Официальных сообщений о задержании или нейтрализации Басалаева на данный момент нет. Следственный комитет возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, что предполагает вплоть до пожизненного лишения свободы в случае задержания суда. Медики оказывают помощь раненым полицейским, их состояние в ряде сообщений оценивается как стабильно тяжелое. Теперь, такой небольшой анализ, мне искусственный, конечно же, когда я обрабатываю информацию, я прошу его проверить, что подтверждается, не подтверждается, что набрасывается. В описании долгов и биографии Басалаева часть материалов делает акцент на его образе жизни, интересах и личных качествах. Но для сути событий это не критично. Ключевой факт в том, что он ранее привлекался к ответственности и имел значительную историю задолженностей и розыска. Эмоциональные детали о возрасте погибшего, дне рождения, семье важны для понимания человеческой стороны трагедии, но не меняют юридическую и оперативную картину. Вооруженный разыскиваемый мужчина открыл огонь по полицейским при попытке его задержать и сейчас продолжает оставаться на свободе. Такая история, пару слов, наверное, я еще просто от себя напомню, которые будут касаться не конкретно этого дела, а дела того самого Вартана Качана, Царствие Небесное, о котором я не только сейчас упомянул, но и достаточно подробно отсматривал это дело, боролись и с каналом боролись, когда ты это публикуешь. Разница была в том, что Вартан Качан, после того, как открыл стрельбу и, собственно говоря, ликвидировал этих самых исполнителей судебных, он сделал запись и дал, то есть он рассказал всю эту историю. И это очень сильно, наверное, поломало возможность что-то тянуть, потом нам что-то рассказать заготовленное, потому что он без всякой заготовки просто рассказал, как все это видел, как он это все видит и как он это понимает. И здесь я сейчас не буду перерассказывать историю Вартана, я просто напомню, чем эта история закончилась, потому что иной раз такие истории заканчиваются, когда вы уже, внимание и резонанс отойдет, вы отвлечетесь, жизнь меняется, что-то какие-то новые темы, вопросы, спадает резонанс внимания общественности, и вот тогда зачастую происходят какие-то вещи. Так как я считаю, работа моего канала отслеживать и смотреть старые дела, а что там поменялось, что-то, может быть, тихонечко подшаманилось, в деле Вартана Качана подшаманилось только одно. Он сдался сам, он не прятался, он считал, что эти его, несправедливо с ним поступают, а те разберутся. И когда он отдал свое тело тем, то потом тело вынесли мертвым. То есть в тюрьме он скончался. Это такая небольшая финишная точка для того, чтобы где-то отчасти, наверное, понять еще и правоохранителям, возможно, в Российской Федерации, почему огромное количество комментариев, то есть буквально не разбавленных никакой альтернативной версии, поддерживают в данном случае Стрелка. И в отличие от Вартана, о нем вообще ничего не известно. Может, он какой-то маньяк я не знаю. И все равно люди на его стороне. Я просто это смотрю. Не то, чтобы меня это удивляло. Спасибо тому, что Вартан Качан умер, когда его задержали. Я понимаю такое отношение людей. Еще раз, Вартан для меня, как собирательный образ, потому что, такой, наверное, не единичный случай, это, наверное, тоже все понимают в России. Но я к чему? Вы дошли до того, что если в деле Вартана хотя бы все понятно было, дальше уже ты там занимаешь свою сторону, может быть, какие-то тонкости остались, но история была ясна, то здесь вообще ничего не известно, а люди уже на автомате не поддерживают силовые структуры, и я это вижу по комментариям. Не мог этого не отметить. Со своей стороны пишите, как это видите вы. Я не только это отметил, и попытался объяснить, с чего все меньше и меньше доверия тем самым правоохранительным структурам. Кто в этом виноват? Какие-то внешние враги? Или такие истории, как история Вартана Качана, когда к вам попадаешь в руки, живым не уходишь. Да? Может быть, уже у нас какие-то досудебные решения в рамках тюрьмы. Да? То есть я не знаю, почему у вас в тюрьмах умирают те, кто, умирают. Так не должно быть. Или не будет народной поддержки, а если еще начнется народный гнев, вы сами знаете, где будете вы. Нам вы об этом, наверное, не расскажете, а вот перед Вартаном, возможно, у вас будет возможность извиниться лично. Увидимся.